Шанель. Родилась в крупной семье 1 декабря 1985 года в Фэрнбанке, штат Аляска, США. У нее есть еще 2 родные сестры, и Шанель самая младшая из них. С раннего детства девушка любила выступать перед публикой, занималась в театральных постановках и играла на пианино. Шанель была весьма активным ребенком и состояла в множестве секций. В их список входило рисование, танцы, плавание и даже рестлинг. Разумеется, дальше школьной секции это не пошло, ибо в группе с Шанель было всего 2 девочки, и составить конкуренцию мальчишкам они не могли, в силу физических данных, а поправляться и набирать массу в школе им не хотелось. Однако такая бешеная спортивная активность всегда поддерживала Шанель в отличной физической форме и привлекала внимание противоположного пола. Дефицита внимания со стороны мужчин она никогда не испытывала. Девушка потеряла девственность в 15 лет. История была не совсем приятная, но она ее запомнила на всю жизнь. Запомнилось все потому, что после этого секса она подхватила мочеполовую инфекцию. Более того, будучи совсем юной девушкой, Шанель не подозревала об этом. Такая неосторожность повлекла за собой развитие осложнений и впоследствии привела к госпитализации. После истории прошел год, и Шанель нашла себе молодого человека и провела с ним вместе целых 3 года. Шанель закончила курсы косметологии и некоторое время работала по специальности. Далее пара рассталась, и в 19 лет она переехала к лучшей подруге на Гавайи и прожила там много лет. Шанель Престон считает себя очень и очень рискованным человеком и любит перемены. Поэтому и поездка с Аляски на Гавайи далась ей легко. После этого переезда Шанель пошла работать барменом и официанткой, но потом дополнила этот список еще и стриптизом, которым она, кстати, стала заниматься на слабо. В порно она пришла, будучи сложившейся взрослой девушкой 25 лет. В 2010 году Шанель познакомилась с женщиной, которая являлась режиссером порнофильмов. Собственно, именно она и пригласила Шанель на съемки во взрослых фильмах. Сама Шанель считает, что все сложилось как нельзя кстати. Учитывая ее импульсивность, любовь к приключениям и всему новому, она опасалась, что могла пойти по совсем другому пути и закончить не совсем хорошо, если бы пришла в порно 18 и 19 лет. К сожалению, такие случаи наблюдаются, когда молодая и глупенькая девушка внезапно становится популярной, известной, желанной и высокооплачиваемой. Она может поддаться соблазну наркотиков. Престон уверена, что она бы так и закончила, если бы пришла в порно раньше. В ее же случае она уже твердо знала, чего хочет от жизни, что ей лично нужно и что хорошо, а что плохо. Примечательно то, что свою грудь Шанель увеличила до съемок в порно, а не будучи состоявшейся актрисой, как это обычно и бывает. Престон видела у одной из девушек, которая работала с ней в стриптиз-баре, качественно сделанную силиконовую грудь и загорелась от идеи. После того, как она детально изучила процесс и все тонкости операции, она твердо решила, что хочет увеличить грудь. Далее она нашла пластического хирурга и легла под нож. Вопрос остается в том, был ее выбор настолько хорошим или ей просто повезло, но факт остается фактом. Грудь Шанель Престон – своего рода ее визитная карточка. При сочетании ее внешности и фигуры мы получаем обворожительную девушку, которая не стесняется показывать свое тело и гордиться им. В Лос-Анджелес она переехала уже будучи порнозвездой с мировой популярностью. Кстати, на момент того, как Шанель пришла в порно, она была в очередных отношениях длиной в 3 года. Таким образом, у нее было всего 3 длительных романа, и как она сама заявляет, не было никаких связей вне отношений. Также у нее не было отношений с девушками,
Хотя на сегодняшний день и она, как и многие порнозвезды, бисексуальна. В порно все оказалось для нее намного проще. Звонок, предложение сняться в том или ином фильме, и в той или иной сцене. Дальше, если ты соглашаешься, то просто едешь на съемки, где ты всех знаешь и все знают тебя. Первая сцена далась ей несложно, но не совсем так, как она хотела. Ей хотелось, чтобы ее первое видео было совершенно обычным, чтобы с ней обращались как с новенькой и ничего не понимающей девушкой. Однако это был фильм Brand New Faces, совершенно новые лица, от Vivid, а партнер по сцене был Ничк Маннинг. Шанель считает, что партнер весьма своеобразный для первой сцены, но все прошло хорошо. Также благоволило то, что съемочная группа была не совсем большая, и это не сильно напрягало. С тех самых пор проблем на съемках никогда не было. И она всегда чувствует себя очень комфортно и уютно на съемочной площадке. Также можно добавить, что практически все видео Шанель излучает позитив и оставляет приятное впечатление, что девушка действительно расслаблена и получает удовольствие от процесса. Своей любимой считает сцену «Get My Belt», где партнером по съемкам был Риан Мэдисон. Эта сцена была номинирована на АВН 2014 в категории Most Outrageous Sex Scene. Таким образом, можно предположить, что ей нравятся жесткие сцены с ярко выраженным доминированием. Причем Шанель любит быть ведомой. Хотя последнее время она все чаще появляется в роли госпожи. Шанель, в отличие от некоторых других порнозвезд, не старается наладить контакт с партнерами и обговорить все свои вкусы до съемки, так как у нее практически нет запретов. Единственное, что может заставить ее пойти на контакт и обговорить все, что нравится и не нравится до съемки, это если у партнера специфическая репутация. И даже в этом случае, маловероятно, что Шанель откажется от съемок. Скорее найдет компромисс. Кстати, первая анальная сцена была в фильме «Dangerous Tourist» 2010. Некоторые порнозвезды говорят, что часто кончают во время съемок. Но только не Шанель Престон. Она говорит, что может иногда окончить, но далеко не всегда. Оргазмы чаще бывают, когда режиссеры не следят за хореографией сцены и не говорят, что и когда делать. Обычно такое происходит в Гонзо. Именно там актерам дают полную свободу действий. Кстати, как и практически все порнозвезды женского пола, она бисексуалка. Посему, когда мы смотрим ее лесбийские сцены, нам в голову приходит мысль, что она действительно получает массу удовольствия от этого. Так оно и есть. У нее нет каких-то определенных рамок или вкусов. Шанель говорит, что если оценивать людей, отталкиваясь от вкусов, то можно упустить что-то очень важное в нем. Для нее все решает химия. Если есть искра, то так тому и быть. Девушка обожает мастурбировать. Иногда она может делать это каждый день на протяжении недели, а иногда просто не хочется и все. Пользоваться игрушками, любимой фирмы Итачи, ей нравится больше, чем ублажать себя руками. Ее самая любимая поза – миссионерская. Причем Шанель ее любит настолько, что даже заниматься анальным сексом предпочитает в миссионерской позе. Кстати, об анальном сексе. Шанель с уверенностью заявляет, что анальный секс – это неотъемлемая часть ее жизни как на сцене, так и за ее пределами. В ее карьере было пара сцен двойного анального и двойного вагинального секса. Например, Teddy Wills Gangbang, Lisa Annie West Шанель Престон и Archery Gangbang.com, King.com Уинни Уишу Пона Порнстар. Шанель Престон Свайра Тали Чумструе. Как актриса, Шанель страстно хотела это попробовать, так как она любит эксперименты. Для нее нет ничего лучше, чем сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. Причем,
Чем затея безумнее, тем больше она ей нравится. Но в личной жизни она никогда бы не сделала ничего подобного. Она любит групповой секс. И самая большая извращенная фантазия Шанель Престон осуществилась в роли Cat King. Чон. Уинью Уишу Пона Порнстар. Шанель Престон Сфайра Тали Чумстве. Кстати, это был ее первый гангбанг. У нее не было возможности подобрать партнеров, как это обычно делают девушки, так как съемки и весь график были довольно спонтанным. Но Шанель понадеялась на руководство King. Чон, и оно не подвело. Сцена получилась насыщенной, энергичной, сильной и безумной. Все, как Шанель любит. Там она выступала в роли ведомой, ее брали силой. Как она сама говорит: «Для меня фантазии в сексе – это не быть в определенном месте с определенным человеком. Это ощущение, которое я хотела бы испытать. Не то, чтобы мне хотелось, чтоб меня заломали и трахнули во все отверстие, но было интересно, что же они еще захотят, чтобы я сделала и как. Например, в той же сцене с Иан Мэдисоном Гетьма Белт не было ничего нового, но она говорит, что все было таким реальным и насыщенным. Атмосфера и энергетика во время секса были необычными и сводили ее с ума. Она находит себя даже очень консервативной в тех или иных вопросах, если говорить о ее реальной жизни. Интересные факты: поддерживать свою великолепную фигуру и помогает правильное питание и активный образ жизни. Разумеется, она посещает фитнес-клубы, но без фанатизма, и она не соблюдает никаких диет. Шанель никогда не использовала свой шарм и внешнюю сексуальность для достижения целей. Девушка считает это своего рода раздвоением личности. Она не любит смотреть сцены со своим участием. В женском теле она обожает попку,